Всем привет! Сегодня у меня на столе 18-вольтовый осциллорез ProCraft PMT-22. Расскажу, что он из себя представляет, покажу его в работе, определимся, зачем он нужен и стоит ли обратить на него внимание. Тут, как обычно с китайцами, на бренд можно не обращать внимания. Они есть в любом цвете с любой наклейкой. Даже пробовать не буду. Почему взял именно этот? За последние лет 10 все мои попытки пользоваться разными реноваторами заканчивались тем, что я это дело кидал прямо в процессе. Гремит, руки колбасит, а производительность никакая. А тут антивибрационная система аж на 3 пружинах. Работает от макитовского аккумулятора. Удобный быстросъем, без всяких штифтов. Да и стоит недорого. Почему бы и не попробовать? Комплектация и характеристики. В версии Solo это сам реноватор, дельта подошва и 2 наждачки к ней, пильное полотно и скребок. Подошва неплохая, а вот полотно и скребок шакальные. Характеристики. Угол осцилляции, то бишь вот амплитуда вот этих колебаний, 3,6 градуса. Количество колебаний от 5 до 19 тысяч в минуту. Колесико щелкает. Кому важно. Есть подсветка, пылеотвод не предусмотрен. По электронике бесщеточный двигатель, есть плавный пуск и тормоз. Размеры и эргономика. В длину он 30 см, в месте хвата 45 на 50 мм. Весит чуть меньше килограмма. В целом в руку ложится неплохо. Все как надо обрезинено, кнопку щелкать удобно, колесико регулировки тоже под пальцем. С маленьким аккумулятором развесовка неплохая. Если бы он был еще немного толще, я бы уже сказал, что полено, а так, в принципе, неплохо. Какая к нему оснастка? Посадочная здесь OQIS. Еще может называться универсальный зажим. Некоторые берут оснастку OAS и делают пропил. Так как здесь быстросъем, переходник на какие-то другие посадки сюда не поставишь. Подробно про все эти посадочные, какие к ним переходники, какие бывают расходники, я, наверное, расскажу в следующем видео, чтобы это не затягивать. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Как он в работе? Рез. Значит, в сравнении с дешевыми сетевыми пилит он бодренько и руки сильно не колбасит. Хорошо режет разные пластики, древесные материалы типа ЛДСП и фанеры и твердую древесину, вроде ясеня, бука и так далее. С мягкой древесиной тоже справляется, но уже не то. Это в принципе аппарат не для мягких материалов. Что касается торчащего крепежа, видео, где режут гвозди, на YouTube хватает. Так что вот вам конфирматы, торчащие из ЛДСП. На одном форуме я начитался, как дядька весело и здорово им срезал торчащие саморезы. И тоже решил попробовать, была такая необходимость. Не знаю, что там у него были за шурупы, но на планете, где я живу, саморезы, зараза, каленые. Особенно которые со сверлом. И обычное полотно по металлу жужжало, кряхтело и слезалось. Да и вообще, работать по металлу мультитулом мне не очень нравится. Шумно, долго, дорого. Какие-то трубочки из цветных металлов, которые я ножовкой быстрее отрежу, еще ничего. А работа со сталью – это какие-то только ситуационные подрезки, не более. А вот пластики, древесные материалы – тут все здорово. Я уж не говорю про семейство гипсокартоновых. Шлифование. Если вам не нужна в хозяйстве вибро или дельта шлифмашина, то для эпизодических работ это то, что надо. Да и подлезать в какие-то неудобные места реноватором гораздо удобнее. По производительности он меня даже удивил. Шлифует вполне себе бодренько, вибраций значительно меньше, чем в большинстве плоскошлифовальных машин, которыми мне приходилось работать, но все равно долго пользоваться без антивибрационных перчаток не советую. Новые суставы не купите. Со временем докуплю разных насадок и будет вообще универсальнейшая шлифовалка в дополнение к моей орбиталке. Ссылка на плейлист с обзорами инструмента в описании. Но об этом в другой раз. Скребок. Полная хрень. Чтобы счистить старую краску с бетонной стены, на него надо давить, что есть дури.
Да и производительность никакая. Скребком или даже топором быстрее и проще будет. Про дерево и металл даже говорить не хочу, это убожество. Как инструмент для удаления лака или ржавчины я это не признаю. Это скорее такая, доп. Опция для галочки. Еще можно нож сюда, не знаю, может присобачить. Ключ, нож. Практично и безопасно. В общем, я считаю, что это инструмент для резки и шлифовки материалов средней и высокой плотности. У меня, на удивление, он без дела не лежит. Понятно, что если вам надо там раз в пару лет какие-нибудь шканты подпилить, то можно и без него прекрасно обойтись. По АКБ. Использовать аккумулятор больше двойки смысла я не нашел. Шестеркой он мощнее не становится, да и расход заряда тут небольшой. Все-таки бесщеточник свое дело делает. Итак, сильные и слабые стороны. Плюсы. Соотношение цена-качество. За такие деньги прям отличная штука. Все электронные навороты на месте. Удобный быстросъем. Лучше, по-моему, только в 356-м DeWalt. И нормально работающая антивибрационная система. Звук работает. Это самый тихий реноватор, что мне попадался. Понятно, что если им железе пилякать, то грохот будет приличный, но сам по себе работает очень тихо. Минусы. Чего-то прям серьезного я тут не придумал. Разве что рукоять толстовата. И мне не понравилось, что конкретно на эту модель с запчастями все как-то плоховато, при том, что на остальной инструмент ProCraft запчастей на маркетплейсах хватает. Если тут навернется движок, где найти такой же, я пока не очень представляю. Нюансы. Снизу на корпусе есть два отверстия с закладными гайками М5 внутри. Если вы захотите сюда приспособить какой-то патрубок или рукоятку, не закручивайте ничего глубоко, потому что при включении винты будут биться о корпус эксцентрикового механизма, и вы просто ушатаете инструмент. И некоторых изначально может смутить инструмент, у которого голова болтается туда-сюда. Итого. Мне эта штука понравилась. Если хотите себе осцилларесно попробовать, то есть надо оно вам, не надо, это прям самое оно. Хорошее, недорогое. На этом, собственно, и заканчиваю. Подписывайтесь. Всем удачи. Если что, вы знаете, где меня искать. А почему же не Makita? Да все просто на самом деле. На платформе LXT у них 3 реноватора, 2 из которых очень старые ГЭ, и один самый навороченный, здоровенный, тяжеленный, стоит больше $200. И вдобавок при замене оснастки надо туда-сюда доставать, вставлять штифт. Что как-то, пока не готов.